Всем привет! Опасности нет. Эта фраза знакома всем, кто проходил аккредитацию. Что за этим стоит? Да ничего, просто ритуал для съемки нелепого видео во время сдачи экзамена. А должно быть не так. Жизнь, здоровье и безопасность спасателя превыше всего. Но мало где учат распознавать и избегать опасности в работе. Сегодня расскажу некоторые приемы, которые помогут вам избежать опасностей при работе на месте происшествия. Поехали! Я много раз говорил, что обеспечение собственной безопасности в том виде, как оно обычно преподается, абсолютно бесполезный этап любого протокола. Руки в стороны, опасности нет, и все. Вы вряд ли полезете в горящую избу за пациентом или попытаетесь снять его со скачущего коня. Вы же не идиот. То есть вы автоматически будете избегать опасностей, о которых вы знаете. Но вы знаете далеко не про все опасности или не привыкли их оценивать. И если нормально погружаться в эту тему, можно найти большое количество статей и даже несколько учебных пособий, где описывается, на что смотреть, чего ожидать и что с этим всем делать, чтобы не подвергать себя дополнительному ненужному риску. Сегодня будет такое минимальное погружение в эту тему. Кстати, в нашем блоге на сайте Boosty мы нередко публикуем дополнительные статьи, учебники и другие материалы по теме видео. Кроме того, подписчикам доступны аудиоверсии наших роликов и разные другие плюшки. Ссылка в описании под всеми роликами на канале. Переходите, подписывайтесь. Итак, приступим. Начну с очевидного. Инфекционная безопасность. Коротко про инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Как у вас дела с вакцинацией, например, от кори? Ваша безопасность начинается с этого, то есть задолго до того, как вы попадете на место происшествия. Не вижу смысла рассказывать о необходимости вакцинироваться, тем более, что работа на скорой попадает в перечень работ, при которых требуется обязательное проведение профилактических прививок. Теперь перенесемся во времени ближе к происшествию. Вы едете на вызов, но до точки еще не добрались. Надо понимать, что именно на месте происшествия наиболее вероятен контакт с кровью или другими потенциально инфицированными материалами. Никто не будет вас предупреждать о наличии гемоконтактных инфекций. Пострадавший может болеть гепатитом С или Б, СПИДом или всем этим вместе сразу. Эдакий БЦВИЧ. Помимо контакта с кровью, вас может поджидать и контакт с другими биологическими жидкостями. Например, вы решили провести мероприятие по восстановлению проходимости дыхательных путей. Вот вам немного слюны и, возможно, фонтан желудочного содержимого в лицо. На месте происшествия всегда используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные перчатки, а во многих ситуациях и средства защиты глаз, например, лицевой щиток или защитные очки и маску. Ну и не стоит забывать про особо опасные инфекции, пандемию и все вот это вот. Заранее залезайте в ковид-костюм, защищайте глаза и органы дыхания, если есть сообщение о возможном заболевании у пострадавшего. В случае, если известно о токсическом заражении места происшествия, необходимы костюмы химзащиты и противогазы. Все эти средства должны быть надеты еще до того, как вы прибыли на место. Поэтому хотя бы минимальный запас перчаток удобно носить в кармане, а не доставать их из недр автомобиля после прибытия на место происшествия, когда окружающие требуют немедленно оказывать помощь. Ну что ж, вы подготовились, надели необходимые СИЗы и подъезжаете к месту. Уже на подъезде, еще до остановки машины, начните оценку потенциальных угроз. Первое, с чем нужно определиться, это выбор безопасного места для парковки кареты скорой помощи. Нам надо и к пострадавшему поближе подобраться, и себя не подставить. Выбирайте место как можно ближе к месту происшествия, но так, чтобы выявить угрозы с безопасного расстояния. В некоторых ситуациях нельзя приближаться к месту происшествия, пока оно не будет обезврежено пожарными, спасателями или работниками силовых структур. Попытайтесь припарковать карету задней стороной к месту происшествия. В случае опасности это позволит поместить пострадавшего в карету и быстро уехать. Помните, что в случае ДТП скорая помощь не должна прикрывать своим автомобилем машины пострадавших. Это задача экипажа ГИБДД. А получить удар каким-нибудь зазевавшимся болидом, когда вы в машине работаете с пациентом, вполне реально. Так что при работе на ДТП проезжаете столкнувшиеся машины и прикрываете карету ими, а не наоборот.
Кроме того, вы сразу окажетесь задней дверью к столкнувшимся машинам, так что осуществить эвакуацию пострадавших на носилках, скорее всего, будет проще. Следующий этап. Определите, безопасно ли приближение к пациенту. Прежде чем выйти из машины, постарайтесь осмотреть место происшествия через окна. Понятно, что не надо сидеть в машине и тупить. Посмотрели на определенные триггеры на подъезде и во время парковки и погнали работать. Или нет. Зависит от того, что вы там увидите. То, на что надо обратить внимание, зависит от места происшествия. Например, на месте ДТП или в зоне спасательных мероприятий надо оценить следующее. Есть ли опасность возгорания или утечки токсичных веществ? Бензовоз лежит на боку и из цистерны хлещет бензин. Это все может в момент полыхнуть как факел. Под легковой машиной растекающаяся лужа с характерным запахом — тоже потенциальный факел. Вообще, на всякие автоцистерны надо обращать особое внимание. Целая ли, нет ли на ней повреждений, не вытекает ли что-нибудь из нее, а если вытекает, имеет ли резкий или неприятный запах, может ли загореться. Помимо этого смотрим, есть ли опасность поражения электрическим током. Сюда относим не только обрыв проводов и свободно свисающие кабели, но и электромобили с неотключенным аккумулятором. Причем литиевые батареи электромобилей не только имеют достаточно мощности, чтобы убить человека, но еще и прекрасно горят. Надо оценить, стабилен ли автомобиль, если участник ДТП все еще находится в нем. В идеале внутрь автомобиля мы не лезем, так как эвакуация пострадавших из автомобиля — задача МЧС. Но иногда спасательные работы затягиваются, а пациенту лучше не становится. Если спасатели считают, что вы можете безопасно залезть внутрь автомобиля и оказать минимальную помощь, то воспользуйтесь этим. Однажды я залезал в легковой автомобиль, который стоял на боку на углу канавы. Но полез я туда только после разрешения от спасателей, после того, как они закрепили автомобиль растяжками, отключили аккумулятор, убедились, что возгорание невозможно и всячески обеспечили мою безопасность. Понятно, что случаи бывают разные. Ну, тут можно только посоветовать включать здравый смысл и соотносить риски и пользу. Обратите внимание, на какой поверхности придется работать. Есть ли под ногами лед или вода? Разлила ли Аннушка подсолнечное масло? Может быть, придется работать на краю склона или рядом есть здание с угрозой обрушения. Надо понимать, что если под ногами скользкое покрытие, то, во-первых, вы можете поскользнуться и упасть. А во-вторых, если вы на дороге, то не все смогут вовремя оттормозиться, чтобы не врезаться в вас. Второй сценарий и другие опасные обстоятельства. Место преступления. Стрельба у нас редкость. Чаще бывает, что кто-то кого-то побил или решил воспользоваться ножом. Надо понимать, что даже если преступление уже совершено, опасность для сотрудников экстренных служб может сохраняться. Преступник все еще может находиться на месте преступления и напасть на вас. Еще один случай из личной практики. Вызов звучал как «избили». Приезжаем на адрес, полиции еще нет. Звоню в домофон, тут дверь подъезда открывается, и я без предупреждения получаю прямой в бубен от негодяя, который напился, барагозил, кого-то уже избил и не собирался останавливаться на достигнутом. Надо было дождаться полицию. Как бы то ни было, будьте бдительны по отношению к людям, убегающим с места преступления, пытающимся скрыться, вооруженным, выкрикивающим угрозы или агрессивно жестикулирующим. Не приближайтесь к месту, где было совершено преступление, если еще нет представителей правоохранительных органов. Дождитесь их не только ради собственной безопасности и безопасности потерпевших, но также для сохранения вещественных доказательств. Вы ведь все улики затопчете и отпечатков пальцев понаставляете. Но это ладно, мы про собственную безопасность. Надо понимать, что преступник, если еще не покинул место преступления, опасен для вас. Он может быть под воздействием веществ. Он может принять вас за полицейских. Он может просто захотеть избавиться от свидетелей. И тем более не приближайтесь к месту преступления, если представители правоохранительных органов заняли оборонительные позиции или вынули свое оружие. Тут можно и под дружественный огонь попасть, а это нам точно не надо. Случайные свидетели могут представлять угрозу как для потерпевших, так и для спасателей. Обратите внимание, разговаривают ли свидетели громко, не ссорятся ли, нет ли драки, не вооружены ли они, находятся ли они под воздействием алкоголя или наркотиков, указывает ли что-то на случай домашнего насилия. Если есть что-то из этого,
сообщайте сотрудникам полиции или ждите сотрудников полиции на безопасном расстоянии, так как в этом случае обеспечение безопасности — их зона ответственности. Теперь немного про экзотику. Масс-шутинг, то есть массовая стрельба, у нас не так часто случается. Сотрудники скорой помощи не должны находиться на месте преступления, пока представители правоохранительных органов не обезопасят его. К сожалению, это может продолжаться очень долго. Проходить на место преступления можно только под защитой представителей правоохранительных органов и только в том случае, если участок с потерпевшими был обозначен как безопасный, то есть на участке, где работает скорая, нет непосредственных угроз. При таком сценарии необходимо экстренно остановить любые жизнеугрожающие кровотечения у потерпевших и быстро эвакуировать их в безопасную зону для дальнейшего обследования и лечения. То есть, как обычно, не надо тупить. Сортировку и все дальнейшие мероприятия надо проводить в безопасном месте, а не на месте происшествия. На месте происшествия только остановка кровотечений, и то только жизнеугрожающих. Другое, относительно редко встречающееся опасное место происшествия — это место взрыва. Какой бы ни была причина взрыва, если это возможно, сотрудники правоохранительных органов, сапер, специалист по опасным материалам должны первыми осмотреть место взрыва. Это нужно, чтобы удостовериться в безопасности и исключить существование химической, биологической или радиационной угрозы. Если возможно, припаркуйте машину скорой вне зоны взрыва. Зоной взрыва можно условно считать территорию, на которую разлетелось битое стекло. Если вы не уверены в безопасности места происшествия, призывайте ходячих потерпевших самостоятельно покинуть место взрыва и следовать к безопасной зоне для сортировки и деконтаминации. Вспоминаем сортировку пострадавших в зоне ЧС. Ходит, значит зеленый. Хорошим подспорьем в данном случае является громкоговоритель в машине скорой. Выбирайте какой-нибудь заметный объект, например, рекламный щит, магазин с яркой вывеской, единственное дерево, и говорите в громкоговоритель что-то типа «Все, кому нужна медицинская помощь, подойдите к рекламному щиту». Таким нехитрым способом вы и осуществили один из этапов сортировки, и в зону взрыва не входили. Если для спасения потерпевших необходимо войти в зону взрыва, старайтесь делать это в защитной одежде с применением средств защиты дыхательных путей. И я сейчас не про обычную маску. Озаботьтесь наличием защитного респиратора или противогаза. Если возможно, выявляйте живых потерпевших до того, как войти в зону взрыва. У потерпевших, которые не могут самостоятельно передвигаться, используйте тактику «схватил и свалил». То есть выполнили стабилизацию шейного отдела позвоночника, погрузили на щит или носилки и эвакуировали пациента из зоны взрыва. Все остальное будете делать на безопасном удалении. Вот когда доставили пострадавшего в место сбора, можно начинать обследование и лечение там, ну или в карете скорой помощи. Если ресурсы позволяют, такие пациенты должны быть сразу транспортированы с места происшествия в соответствующие больницы. Ну а погибших оставьте на месте. Еще пару слов стоит сказать про животных. Домашние животные и скот могут быть опасны. Во-первых, они тупые. Во-вторых, вы для них чужак. В-третьих, животное может неправильно интерпретировать ваши манипуляции с пациентом, расценив это как нападение. С собаками понятно, они кусаются. Даже мелкие собаки очень неприятно кусают за голени. А кошка может очень сильно поцарапать. Однажды на вызове кошка ворвалась к нам в комнату, прыгнула к моему фельдшеру на колени и начала яростно его царапать. И задрала ему все руки. Так что я даже не захожу в квартиру пациентов, если вижу свободно гуляющее домашнее животное. И на любое «она не кусается» я не ведусь. Скот тоже может быть опасным. Некоторые бодаются, некоторые лягаются и так далее. Так что будьте внимательны. В завершение скажу, что могут быть ситуации, в которых сложно найти оптимальное решение. Руководствуйтесь здравым смыслом. И помните, что врач должен спасать жизни, но не ценой собственной. Позаботься о себе любимом, ведь пациентов много, а ты у мамы один. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, ну и переходите на Boosty. Там много интересного. Всем хорошего дня. Приехали.